Сегодня вполне ожидаемо разработчики выкатили обновление для CS2, которое весит 435 мегабайт. Но самое интересное, оно, конечно же, хранит в файлах игры. Разберем его и посмотрим, что же там готовят нам разработчики. Так что приготовились внимательно слушать, смотрим спонсора и погнали. Уже почти конец лета, а ты до сих пор не залутал топовые скины? Тогда бегом на Hell Store, где ты сразишься против реальных людей за приз. И на выбор у вас несколько режимов. А это классик, где закидываешь скины в общак, и чем больше закинешь, тем выше шанс выигрыша. Или же всеми любимый Coin Flip, где ты 1 на 1 сражаешься за право забрать весь куш. Или колесо, где выбираешь значение и ждешь победного прокрута. И новиночка Crash, которым делаешь ставку, если линия ее прошла, ты в шоколаде. Ну а если тебе не понравился скин, всегда можно его проапгрейдить. На сайте также можно забрать и приз дня, выполняя несложные задания. А при пополнении, если используешь мой промокод, то получишь $2 на баланс. Не теряй времени и переходи по ссылочке в описании. Ну что же, первое, что мы видим после обновления, это пропажа магазина с капсулами мейджора. И да, вы все верно поняли. Его наконец-таки решили отключить. И задержка была в этот раз не такая уж и большая. Ну а также убрали возможность покупать сувенирные кейсы. Но по какой-то странной причине решили оставить саму страницу прогнозов, где эти самые кейсы и можно было приобрести. Видимо, им по кайфу было исправлять данную страницу, чтобы вырезать возможность покупки. Далее обновили карты от сообщества. Это Mills и Pool Day. И как ни странно, в этот раз они также не сильно задержали с их обновлением. А теперь, ребят, чуть более внимательно, потому что при обзоре утечек мы вернемся к этому пункту. Разработчики решили сделать небольшую задержку в замедлении игрока при получении урона, дабы уменьшить случай, когда игрок телепортировался. Короче, простым языком, когда по вам проходит урон, ваша скорость передвижения сразу на какое-то время снижается. Так вот, теперь этот эффект будет происходить с небольшой задержкой. Ко всему прочему, данную задержку можно будет настраивать на серверах сообщества при помощи новой консольной команды, которая на автомате имеет значение 2. Ну а далее исправили случаи, когда игроки могли вызвать анимацию закладки бомбы в любом месте. Тем самым они наконец-таки пофиксили баг, при котором можно было посмотреть сквозь текстурку, то есть через стену. Также исправили револьвер, у которого иногда в неподходящий момент вращался барабан. И уменьшили время загрузки вкладки меню настройки и играть. Ну а теперь наконец-таки переходим к утечкам. Разработчики сейчас вплотную работают над инструментарием движка именно для CS2, так как в данном обновлении было добавлено множество удобств конкретно для разработчиков для создания будущих предметов игры. Это связано как с закрытием магазина мажора, так и с будущими брелками. Помимо этого, в CS2 опять обновили версию рендеринга Vulkan. По всей видимости, в необозримом будущем на нем все же мы сможем сыграть комфортно. Также в коде игры появился, по всей видимости, скрипт, который способен засчитывать использование функции SnapTab. Он так, в принципе, в коде и называется SnapTab Stats. Ну а кто не в курсе, что такое SnapTab, это по сути запрещенный макрос, который вшит в клавиатуры. И пока что особо комментариев от организаторов турниров, да и от самой Valve нет по поводу того, является ли SnapTab запрещенной функцией. Но так как это по сути макрос, то по логике должен запрещаться. Но по всей видимости разработчики вшили статистику по сбору данных не просто так. Помните, я говорил в прошлом ролике, что они создают несколько пулов. И возможно, те люди, которые используют данную функцию, будут попадать в подборе с такими же людьми. Далее в коде игры начали мелькать снова перемены о подозрительных пулях, где в одной строчке упоминается шанс попадания и вероятность подозрения этого попадания. И с одной стороны, это может быть создано для детекта читеров, так как вся информация, что проходит через игру, так или иначе используется. Но также есть и вероятность того, что эти данные они могут использовать для сокращения погрешности попадания. То есть таких моментов, когда вы стреляете в голову, но почему-то не попадаете. Эти утечки вызывают подозрения, потому что они появляются, когда разработчики вносят изменения в геймплей, а конкретно действия и воздействие на игрока. Такое как, например, задержка, замедление
скорости передвижения, которую добавили в этом обновлении. Ведь помимо этого, разработчики в данном обновлении пытались также увеличить и количество тиков в своей системе, что тоже должно служить для устранения погрешностей. Ну а на этом у меня все. Всем огромнейшее спасибо за просмотр, всем пока и удачи!